Всем привет! Сегодня выезжаю на полуфинал Евро, Испания-Франция. Сейчас я в Берлине, тут я был на четвертьфинале. За моей спиной центральный вокзал, так что в путь. Центральный вокзал Берлина. Самый большой вокзал Германии. Ну, что неудивительно. Центральный вокзал совмещен с торговым центром. Тут огромное количество магазинов, кафе, платформ. Все это на разных уровнях. В общем, мне кажется, это место, где достаточно легко потеряться. Время позавтракать перед дорогой. Конечно, часто Бургер Кинг спасает, но когда есть альтернативы, я вот взял это Райсон, вот такого 30, 7, 10, 90. Чтобы попасть из Берлина в Мюнхен, снова я проеду всю Германию, в этот раз с севера на юг. По Deutschland Ticket это слишком долго, поэтому было решено ехать на скоростном поезде. Вообще такой поезд стоит 170 евро, но для фанатов евро есть специальные цены. За 30 евро вы можете ездить между городами евро. Собственно, этой услугой я и воспользуюсь. Вот такой вот красавец везет Берлин-Мюнхен. 4 часа буду ехать. В Италии на скоростных поездах за вами закреплено место. В Германии, если вы не доплачиваете, то вы садитесь на любое место, но может прийти кто-то, кто купил конкретное место, и сказать, что вот это его место. Ну, не самая удобная система. Самого севера, Чипсы 198 километров в час. Вот, чистят окна, я уже в Мюнхене. Я третий раз в Мюнхене, и каждый раз я иду через вот эти вот ворота. Для меня это уже символ прибытия в Мюнхен. Мюнхен 1860 – это один из самых старых клубов в мире. И вот его фан-шоп, естественно, в Мюнхене. А это Hofbrauhaus, место, где когда-то толкал свои речи тот, кого нельзя называть. Я решил, что в таком месте даже я выпью пиво. Ресторан баварской кухни, который работает с 16 века. Ну, правда, мое пиво безалкогольное. Конечно, не моя еда, но что-то традиционно немецкое. Причем, представляете, в таком заведении, казалось бы, вот Германия, есть отдельная страница для вегетарианских блюд. Вы понимаете, да? И немецкая пивная, которая выступал чувак, и как бы вегетарианская страничка. Ну вот такие вот нынче нравы в Германии. Баварский крем, местный десерт. Но тут, конечно, шум несется серьезный. Ну, настоящая пивная. В понедельник этот Hofbrauhaus забит просто до предела. Но говорят, что в выходные дни здесь еще огромные очереди. Но просто где-то сесть почти невозможно. Когда-то буду снимать для вас обзоры городов, но такие не футбольные, именно архитектурные, с историей. Буду про каждый дом рассказывать, легенды. Но это не точно. Вы посмотрите на эту архитектуру Мюнхена. Все же интересно, почему так, что тут было. Смотрите, я вот по названию Гарибальди сразу понимаю, что это что-то итальянское, хотя для многих это не очевидно. И тут никаких надписей на итальянском нет. Но тут я подошел и увидел, что это таки Италия. И видите, самое лучшее вино они считают итальянским. Учитывая то, что сейчас творится в мире, вот эта наклейка, мне кажется, очень хорошо отображает происходящее. Даже испанская полиция прилетела поддержать сборную Испании. Со своими спокойней. И французская полиция тоже тут. В общем, каждая сборная приехала со своей полицией. Вот отсюда, вот туда в конец, ну это очень длинное расстояние, вот эти все витрины заставлены игрушечными поездами. Наверное, это магазин для коллекционеров. Но вот эти все маленькие поезда, но они представляют серьезную ценность. То есть тут вот некоторые экземпляры стоят по 500 евро. Я не знаю, насколько актуально в наше время коллекционировать вот что-то такое материальное. Конечно, круто. Тут разные страны,
разные модели, разные эпохи. Вот я сейчас подхожу к итальянским поездам. Вот я такой эксперт по поездам. Вот этот Тренорд, это в Ломбардии, в Милане ездят. Я уже узнаю их, катаюсь на таких. Ну и в целом я мог бы собирать поезда, на которых я уже поездил. В общем, конечно, посмотреть интересно, как вот просто наблюдателю, как на музей. Но чтобы я покупал себе за там, 325 или там, за 500 вот эти паровозы, ну, каждое хобби достойно уважения. Но, представляете, это же еще надо где-то хранить. У вас должны быть отдельные полки для коллекционирования поездов. Это, кстати, центральная площадь Розенхайма. Не спрашивайте меня, где это и как я тут оказался. Но мне нравится смотреть маленькие немецкие городки. Вот. По сути, никто, возможно, никогда из вас не слышал про Розенхайм. А я вот тут вот, на центральной площади. И это все евро. Проснулся сегодня в настоящей немецкой деревне. Практически в полях. Оказался в частном секторе Мюнхена. Вот такие тут домики. Ну, такая она типичная жилая Германия. Живем возле мира Цезаря. Там танцы на столе и больше. Как вы думаете, что происходит в таком здании? Я, кажется, оказался в каком-то интересном районе Мюнхена. Я все еще без билета на матч, но я уверен, этот вопрос я решу. Цены идут вниз, так что все будет нормально. В Мюнхене хорошее метро, новое, свежее, такие длинные чистые вагоны, мне нравятся, почти как в Милане. Через Зендлингер Тор, то есть через ворота, захожу в старый Берлин. Ну, конечно же, в сопровождении полиции, вы понимаете, важные люди всегда с охраной. Похоже, это Фемида, но она, кажется, не слепая. Может, в Мюнхене правосудие не такое уже слепое? Вот такой вот уличный декор, ну, приятненько, когда идешь там по одной из центральных улиц, и цветочки, вазончики. До матча более 7 часов, но на Мариенплац уже чувствуется праздник футбола. Вот фанаты со всего мира, человек с Мексики, испанцы, французы. Все сегодня тут, и думаю, что ближе к матчу тут вообще будет все забито. Знаете, на поле сегодня будут испанцы, так что это будет та еще коррида. Будут утихомиривать французского быка. Испанцы легко справляются с французскими быками, поэтому с французским петухом уж они сегодня должны разделаться. Очередная известная немецкая пивная Августин. Картофельный салат, сырная маска, национальные немецкие блюда. Что-то Мариенплац в день матча как-то не горит. Так что поеду на фан-зону, посмотрю, может, там что-то поинтереснее будет. Вхожу в мир BMW. Не знаю, что он мне несет. Повороты без поворотников. Вот это автомобиль будущего. Ну, понятно, что это автомобиль прошлого, но он же автомобиль будущего. Вот я бы на таком гонял, а что нет? Практично, вот футбольный мяч влазит. Смотрите, ну это практически музей BMW. Я еще даже за это не платил. Это просто свободный вход, вот можно зайти, посмотреть. Я не фанат BMW, это не машина моей мечты, но вот эти М3 выглядят достаточно симпатично. Покататься на таких можно было. Вы знали, что Rolls-Royce сейчас тоже принадлежит концерну BMW, хотя считается, что машина британская. Ну, Rolls-Royce это солидно, посмотрите на этот цвет. Можно было бы на таком, конечно, кататься, мне кажется. Но надо чуть-чуть подзаработать. И вот такое. Хотя, мне кажется, я бы скорее на микроавтобусе каком-то заряженном катался, чтобы меня там возили, чтобы было много места, удобно, можно было поспать в перерывах между матчами. Ну, блок не автомобильный у меня, но вот это вот М7, вот это М8. Думаю, что люди, которые это любят и в этом разбираются, они получат удовольствие от этих кадров. Представляете, все BMW прямо в центре BMW. Все, у вас есть какие-то комментарии по поводу XM в таком каком-то очень странном цвете.
И он как будто бы плюшевый, или непонятно, он в чешуе какой-то из бисера. Ну вот Мини, это же тоже ассоциируется с типично британским брендом. Но Мини это тоже концерн BMW. Получается, Германия потихоньку поглощает Британию. Приближаясь к фан-зоне Мюнхена, вот тут вот я люблю Европу. Ну, кстати, да, почему нет? Вот это остатки Олимпийского комплекса. Ну, они, кстати, функционируют до сих пор, это несколько прям остатки. Вот сейчас используется как фан-зона. В входе проверяют вещи в фан-зону. Вроде с рюкзаками не всех пускают. У девочки, например, попросили сумочки дезодорант выкинуть. В общем, тут все строго. Ну, мне кажется, это очень показательная такая строгость, не имеющая под собой особого смысла. Ну, вот такие тут правила. Знаете, как в Советском Союзе, если стоит большая очередь, значит что-то раздают. Ну, вроде Lidl, кстати, реально раздает людям фруктики. Ну, я поел бы фруктики, но, конечно, не такой ценой. Потому что бесплатно иногда дороже, чем за деньги. Вы теряете свое время. Та же полянка, которую я для вас снимал с предыдущего моего выпуска с Мюнхена. Когда тут еще и сборная Турция играла, конечно, ощутите разницу. Ну, сегодня тут каким-то концертиком пока разогревают людей. На фан-зоне тут можно пошпилить настольный футбол. Решили с Игорьком раскатать каких-то ребят 2 на 2. В общем, раскатали своим пьяным вратарем китайцев 10-1. И то они 1 гол престижа забили, потому что Игоря попросили не ставить вот так пиво. И в этот момент они нам забили. Ну вот, ребята с Китая приехали, сегодня на фан-зоне будут смотреть матч. Ну вот тут какой-то футбольный волейбол, но тут ребята посерьезнее играют, мы тут не потянем. Ну а, кстати, испанцы молодцы, может это будущая сборная. Тут можно проводить чемпионат по настольному футболу, тут уже другие столы, что люди готовятся к матчу. Это, кстати, символ евро, он впервые у меня в кадре, это Альберт, медвежонок. Символ Берлина медведь, символ евро медведь, ну символ Германии медведь. Такой вот приветливый, милый малыш. Мы таких одобряем. Это прям розовая команда, и у них капитанские повязки, как видите, на руках. Пидорасы! Пидорасы! Может, ну тут полуфинал, может, вот прям на этой площадке сейчас все и решится, кто чемпион Европы. Вот тут нормально катят ребята. Фан-зона, конечно, хороша, но наша цель стадион. Но удобно, что с фан-зоны на стадион ходят шаттл-басы. На нем мы и поедем. Экспертное мнение от Игорька. Мастер фан-зон. А вот, видимо, ретро-кассы Олимпийского стадиона Мюнхена. Ну, видите? Под Олимпиаду было, видимо, сделано. Ну, так смотрится. Интересненько. Почему Игорь говорит, что фан-зона херня? Потому что там нету чипсов. Нет Имейте чипсов. В виду. Хотите чипсов, не едьте на фан-зону. Ну, вот мне кажется, это типичные фанаты сборной Испании. Вот, очень фактурно смотрятся. В общем, порядок. У нас тут голландцы, немцы, испанцы. Все едем на стадион. Шаттл-бас нас будет вести. Кстати, вот она не совсем испанка, она из Азии. Но работает под испанку. По шортам видно, что это настоящие фанаты сборной Германии. Я думаю, что ребята из Баварии. У нас тут, кстати, ребята и футболка сборной Японии есть, причем явно не из Японии. У нас очень интернациональный автобус. Вот этот парень футболки сборной Германии. А вот эти парни сборной Японии. Ну, вот так вот мир меняется. Прямо встречают на выходе из шаттл-баса. Помнили. Можем показать видос, где я барабаню по барабанам, они поймут, что мы за них. Свой, да? Парки возле Альянс-арены, прям сидушки с Альянс-арены. Я двигаюсь к стадиону. Пока что он не светится, но когда я выйду с этого матча, он будет очень круто светиться. А вот человек в форме футбольного клуба Венеция. Это считается, кстати, очень красивой формой. Крутой дизайн. В этом году Венеция снова в серии А. Буду ходить на ее матчи.
ну, точно на ее выездные, а может даже гоняю в очередной раз на их стадион. Он очень круто расположен прямо в исторической части Венеции на острове. Первый раз вижу, прям люди стоят с табличками, что не продают билеты, не покупают, потому что сегодня, в принципе, перекупщики провалились, билеты уходят ниже номинала многие. Испанские тореадоры уже на месте. И вы представляете, если испанцы усмиряют быков, то что они сегодня смогут сделать с вот этим вот французским петушком? Вот подходит французская гвардия. Испанцы встретили французов. О, вот это было неуважение. Они просто потоптались на французском флаге. Так, по билетам. Я понимал, что на этот матч цены посыпятся и, в принципе, его купить будет реально, хотя это полуфинал Евро, очень громкая вывеска. Я взял билет часов за 5 до матча, смог схватить на официальном УЕФА портале за 195 евро. Третья категория, как бы номинальная цена. Я доволен этой покупкой, хотя тут перед стадионом ребята и по 150 уже предлагали. Ну, не знаю, насколько это надежно было бы. В городе по 200 предлагали. Но в интернете сейчас порядка 300. Если бы я вот прямо сейчас в интернете покупал, ну, у перекупщиков. В общем, вот такая сегодня билетная история. Причем, в отличие от других матчей, не стоит миллион людей с табличками «Куплю билет», что означает чаще всего «Продам билет». Ну, не считая таких энтузиастов, как я, которые реально покупают. Поэтому... Так вот, но все равно что-то пытаются. Но, видимо, просто все сливают, перекупили очень много билетов, потому что была вероятность, что сюда сборная Германии попадет. Тогда бы эти билеты по 800 евро улетали. А так хотя бы за номинал или ниже пытаются слить. Потому что я в интернете чуть не схватил пару раз ниже номинала. То есть был шанс, чтобы я купил билет за 130, но я не успел его добавить себе. Это хороший девиз. Вы согласны? Я согласен. Посмотрите на эту очередь к фаншопу. Потому что все хотят себе какую-то сувенирочку с полуфинала. Но это не про меня, вы же знаете, я не ведусь на сувениры. Представляете, я сейчас зайду на Альянс-арену в 3-й раз. И это полуфинал Евро. Испания, Франция. Ну, я не знаю, может ли быть на Евро матч круче. Ну, разве что финал из-за статуса, не из-за команд. Но... Просто, ну, мне кажется, это какая-то сказка. Полуфинал Евро, такие крутые команды, Альянс-арена. Неизвестно, может это мой последний матч на Евро, а может и нет. Я буду пробовать попасть на другие матчи. Вот как это работает? Вот смотрите, вот одна очередь за едой. Кстати, вижу уже фанатов Ювентуса в очереди. Вот все стоят сюда. А это тоже точка с едой. Но тут просто вот эти парни только подошли, вообще никого не было. А это очередь за пивом, конечно же. Ну, пиво — это король футбола. А вон там опять очереди за свининкой. В общем, людей тут, конечно, очень много везде. Причем фанат Ювентуса, но, как и предполагалось, он не из Турина, конечно же. Он из США. Ну, как и большинство фанатов Ювентуса, они вообще не из Турина обычно. Взяли Игорю за 7,50 без очереди вот эту байду. А там все... с очередью полчаса стоял человек. Ну, 10 вот евро. Как вот эта штука стоит, чтобы ее есть вот без такой очереди? Или ты бы лучше там стоял в очереди? Это классная тема. Но сыр должен был быть более расплавленным, но вкусно. 7,50 такая байда. Вкусно как дома. Вкусно. Вкусно как дома. Одесский рецепт. Как это работает? Вот тут 7,50 и 5,50 сладкое, а тут по 12, по 11. Ну, это просто какая-то магия. Ну, просто люди идут туда, где другие люди. Обычный принцип маркетинга. No Scotland, no party. Девиз этого Евро. Мне кажется, я еще не видел матча Евро, на котором не было бы шотландцев. Волнительный момент. Сейчас буду заходить на полуфинал. Петушки на перекуре. Посмотрим, как они будут курить после матча. Фоткаться с петушком — это нормально или нет? Вообще, большие футбольные события — это про очереди. Вот и фан-сектор Франции. Смотрите, это стадион полуфинала. Игроки уже разминаются. Вон Оливье Жиру, звезда Милана, который с нее уже ушел.
Это, между прочим, сегодня места второй категории. Но не самое комфортное. Смотрите, сегодня это сидящие места, а на матчах Баварии вот эта спинка уходит вперед, и это становятся стоящие места. Смотрите на составы. Справа вместо Карвахаля Навас старый. И я думаю, что с этого фланга будет постоянно идти атаки, и гол случится, я думаю, минут за 40 точно ПП это собьет, и гол оттуда придет. 100%. Но Испания тоже сильна, но вот это слабое место у Испании, и у французов это может быть сильный вариант. Давить через правый фланг, потому что Навас уже не успевает, это было видно в первых матчах группы, просто не вывозил. Вот экспертное мнение от фаната Реала и любителя чемпионата Испании. Смотрите, я за Милан, Игорь за Реал. В стартовом составе сегодня 2 игрока Реала и 2 игрока Милана. Но они оба сборной Франции. Но мы сегодня за Испанию. Мы на полуфинале Евро. Я даже сегодня для себя выбрал такой челлендж, что я за весь матч не хочу смотреть телефон, никакой статистики, никаких сообщений. Просто смотреть сам футбол, как я смотрел его раньше. И сам его оценишь. Все. Old school. Вы помните, что мы вам говорили перед матчем, откуда придет гол? Стоп, я даже в истории закинул, сейчас покажу. Вы видите? Все пруфы на лицо. Надо разбираться в футболе немножечко. Видите, какой тут эксперт сидит? Если кто не разбирается, то именно с фланга Наваса прилетел этот навес, который оказался в итоге голевым. Сегодня французы активно поддерживают команду. А вот испанцы что-то не могут прийти в себя после гола. Полное молчание. Goal for Spain! Scored by player number 19, Lamine Yamal! Ямалю 16 лет. Он забивает в полуфинале, и он был лучшим игроком четвертьфинала. Всего 25-я минута, уже 2-1 с камбэком от Испании. Испания впереди после первого тайма. Рами Ямаль, ему 16 лет. Он забивает в полуфинале чемпионата Европы, и он становится лучшим игроком четвертьфинала. Кстати, а что вы делали в 16 лет? And congratulations to Spain who have qualified for final! Французы едут домой. Некоторые люди на стадионе плакали. Но это не про меня. Я доволен, что прошли испанцы. Вы представляете, Ямаль, 16 лет. Он лучший игрок полуфинала и лучший игрок четвертьфинала. 16 лет. Ну, это какой-то космос. Тут, кстати, помимо обычного футбола, еще американский футбол. Выбегают фанаты, а стюарты их ловят, сбивают и уносят. Вот кто по-настоящему хорошо зарабатывает на полуфинале. Каждый стакан 3 евро. Вот это называется подъем. Как бы окупил матч, еще и вышел в плюс. Вот пацаны болели сегодня, конечно же, за Францию. Хотя странно, вроде если бы Франция победила, то... Это кадры на случай, если Франция выиграет чемпионат мира. Французы хоть проиграли, но они не унывают. Они продолжают барабанить свой барабан. Ну, а у испанцев вы представляете, что там сейчас несется по трибунке. Ну, не знаю, дойду я еще туда или нет. Я не знаю, попаду ли я еще на матч этого Евро.
но полуфинал Ну, это уже мусора, было супер пидорасы. круто. Передняя. Мусора, пидорас. Посмотрите, как круто он светится. Вот это флаг Франции, там вот виден флаг Испании. Это подсветка, это легенда этого стадиона. Нет других таких стадионов. Viva España and peace for the world. Winning the European Championship. All the best for Ukraine too. Францы попросили чуть зарядить телефон, но они были в Одессе выбиться и желают нам всего самого лучшего. Я просто не могу налюбоваться, как же круто он светится. Я думаю, что это один из самых крутых стадионов. Вот что люди на самом деле думают о УЕФА. Ну да, что-то в этом есть. А мы пока двигаемся домой. Наш маршрут пошел чуть-чуть не по плану, но мы всегда найдем выход, как добраться домой. Не, ну вы же понимали, где должен закончиться этот выпуск? Не, на самом деле пацаны за сигаретами пришли. Вот в Германии в таких местах по ночам продаются сигареты.